Всем привет, мои хорошие! Для приготовления этого вкусного блюда из рыбы нам понадобится 2 скумбрии. У рыбы отрезаем плавники со стороны спинки, затем со стороны брюшка. Отрезаем хвостик и отрезаем голову. Делаем это наискосок под плавники. Затем разрезаем брюшко, удаляем внутренности и обязательно удаляем черные пленки, чтобы рыбка не горчила. Затем скумбрию промываем и делаем надрезы со стороны спины на расстоянии 2 см друг от друга до хребта. Вот такая скумбрия получается. Перекладываем рыбку в блюдо. Повторяем процесс со второй рыбкой. Жареная рыба уже в прошлом. Подруга из Кореи научила так вкусно готовить скумбрию. Этот рецепт рыбы удивил всех моих гостей. Рыба в духовке еще никогда не была такой вкусной. Прекрасный рецепт из доступных продуктов на обед или ужин для всей семьи на каждый день. Такую скумбрию не стыдно подать и на праздничный стол. Скумбрия в духовке в разы вкуснее красной рыбы. Дешево и полезно. Приготовим маринад. Нам понадобится половина апельсина. Из апельсина выдавливаем сок. Добавляем 2 столовые ложки соевого соуса, 1 столовую ложку оливкового масла, 2 столовые ложки соуса терияки, 1 столовую ложку французской горчицы в зернах, добавляем 1 чайную ложку специй к рыбе, половину чайной ложки сушеного имбиря, половину чайной ложки сушеного укропа, половину чайной ложки гранулированного чеснока и треть чайной ложки розмарина. Перемешиваем. Хорошенько смазываем рыбку маринадом, промазываем надрезы и брюшко. Дорогие мои, для меня очень важна ваша обратная связь. Если вам понравился рецепт, поддержите меня лайком, я буду вам очень благодарна. Для меня важно мнение каждого моего зрителя. Пишите свой отзыв в комментариях. Поделитесь в комментариях, какой рецепт скумбрии самый любимый в вашей семье. Я с удовольствием почитаю, пообщаюсь с вами. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видеорецепты. Затем оставляем скумбрию промариноваться на 1 час. По истечении времени 1 довольно крупную морковь очищаем и натираем на терке для моркови по-корейски. Отправляем морковь в миску. Добавляем 1 столовую ложку оливкового масла. Добавляем треть чайной ложки соли и черный перец по вкусу и по желанию.
Добавляем 1 чайную ложку сладкой копченой паприки, пол чайной ложки специй к моркови по-корейски и пол чайной ложки куркумы. Теперь нам понадобится 2 зубчика чеснока. Чеснок очищаем. И нарезаем некрупным кубиком. Добавляем к моркови. Хорошенько перемешиваем. Перекладываем морковь в форму для выпекания, равномерно распределяем. Также нам понадобится пол пучка петрушки. Петрушку мелко нарезаем. Выкладываем на морковь. Перекладываем рыбку на овощную подушку. Теперь нам понадобится вторая половина апельсина. Апельсин разрезаем на 4 части и нарезаем на дольки. Закладываем апельсин в надрезы рыбки. Также нам понадобится одно довольно крупное яблоко. Яблоко нарезаем также дольками. И фаршируем скумбрию. Смазываем рыбу оставшимся маринадом. «30 грамм сливочного масла». Нарезаем масло и выкладываем на рыбу. Накрываем пергаментной бумагой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 35-45 минут. Смотрите по своей духовке. Запеченная скумбрия на подушке из овощей готова. Подаем к столу. Вкусный рецепт, доступный всем. Вместо надоевшего лосося готовлю запеченную скумбрию. Невероятно простой и доступный рецепт. Очень легко готовить. Жареная рыба уже в прошлом. Вкусный простой рецепт блюда из рыбы на праздничный стол. Просто поставьте рыбу в духовку, вся семья будет в восторге. Идеальный рецепт скумбрии с овощами. Готовить дома легко, просто и вкусно. Для приготовления этого вкусного рецепта нам понадобится скумбрия. Для того, чтобы ее легче было обработать, размораживаем ее не до конца. У рыбы отрезаем плавники со стороны брюшка и возле головы. Затем удаляем жабры. Теперь необходимо удалить хребет. Делаем надрезы вдоль хребта с двух сторон, не разрезая брюшко. Затем при помощи ножниц отрезаем хребет. Теперь удаляем внутренности и обязательно удаляем черные пленки, чтобы рыба не горчила. Вот такая лодочка из скумбрии получается. Повторяем процесс со второй рыбой.
Невероятно вкусная скумбрия в духовке, вместо надоевшего лосося на праздничный стол. Этот рецепт удивил всех моих гостей. Я всегда буду так готовить скумбрию. Просто поставьте рыбу в духовку. Божественная скумбрия, которая просто тает во рту. Запеченная скумбрия в духовке с овощами дешево и полезно. Приготовим маринад для рыбы. Нам понадобится 1 столовая ложка оливкового масла. Добавляем 1 столовую ложку лимонного сока. 2 столовые ложки соевого соуса. 1 столовую ложку меда. 1 чайную ложку французской горчицы в зернах, 1 чайную ложку специй к рыбе и 1 чайную ложку сладкой копченой паприки. Хорошенько перемешиваем маринад. Смазываем маринадом лодочки из скумбрии. Дорогие мои, для меня очень важна ваша обратная связь. Если вам понравился рецепт, поддержите меня лайком, я буду вам очень благодарна. Для меня важно мнение каждого моего зрителя. Пишите свой отзыв в комментариях и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видеорецепты. Оставляем рыбу промариноваться на 1 час. Приготовим начинку. 1 репчатый лук нарезаем полукольцами. В сковороду вливаем 3 столовые ложки растительного масла. Опускаем лук в сковороду. И обжариваем до появления золотистости. Тем временем на терке для моркови по-корейски натираем 1 морковь. Периодически лук перемешиваем. Добавляем морковь к луку и обжариваем до появления золотистости. Пока обжариваются овощи, на терке для моркови по-корейски натираем 2 маринованных огурца. Периодически овощи перемешиваем. Отправляем огурцы в сковороду. Добавляем чайную ложку гранулированного чеснока. Солим по вкусу с учетом солености маринованных огурцов. И по желанию перчим. Перемешиваем и обжариваем еще буквально 2 минутки.
Тем временем противень для выпекания застилаем пергаментной бумагой и смазываем 1 столовой ложкой растительного масла. Перекладываем рыбку. Фаршируем скумбрию овощами. Теперь закрепляем рыбу с 2 сторон шпажками. Лишние края шпажек можно отломать. Накрываем фольгой и отправляем скумбрию в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30-40 минут. Смотрите по своей духовке. По истечении времени на крупной терке натираем 50 грамм сыра. Достаем рыбу из духовки. Убираем шпажки. Теперь посыпаем рыбу натертым сыром. И отправляем в духовку еще на 5 минут, чтобы сыр расплавился. Фаршированная запеченная скумбрия с овощами готова. Подаем к столу. Рыба получается невероятно сочной, ароматной. Скумбрия просто тает во рту. Невероятно простой и легкий рецепт рыбы. Блюдо из простых и доступных продуктов. Скумбрия точно вкуснее красной рыбы. Если вы не знали, как приготовить рыбу, это идеальный рецепт. Горячее блюдо из рыбы на праздничный стол и на каждый день, на обед или ужин для всей семьи. Готовить дома легко, просто и вкусно. Для приготовления этого вкусного рецепта из скумбрии нам понадобится 1 скумбрия весом 800 грамм. У меня рыба свежемороженая, я ее разморозила не до конца, так легче с ней работать. У скумбрии отрезаем плавники со стороны брюшка. Затем возле головы. Теперь отрезаем хвост и голову. Теперь делаем надрезы вдоль хребта со стороны спины, отделяя филе от хребта, при этом не разрезая брюшко, поочередно с 2 сторон от хребта. Великолепная скумбрия вместо лосося на праздничный стол. Этот рецепт удивил всех моих гостей. Я всегда буду так готовить скумбрию, точно вкуснее красной рыбы на праздничный стол. Если вы не знали, что приготовить на Новый год, это идеальный рецепт для вас. Невероятно простой и легкий рецепт рыбы из простых и доступных продуктов. Жареная рыба уже в прошлом. Божественная скумбрия, которая просто тает во рту. Просто поставьте рыбу в духовку. Рецепт, который удивил всех. Отличное блюдо из рыбы на праздничный стол. Теперь отделяем хребет. Удаляем внутренности. Обязательно удаляем черные пленки, для того, чтобы рыбка не горчила. Удаляем кости. Вот такая рыбка получается. Переворачиваем ее кожей вверх и делаем надрезы на расстоянии 2 см друг от друга.
Дорогие мои, для меня очень важна ваша поддержка. Если вам понравился рецепт, поддержите меня лайком, я буду вам очень благодарна. Также для меня очень важно ваше мнение. Пишите свой отзыв в комментариях. И если хотите, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видеорецепты. Теперь переворачиваем рыбку и приготовим маринад. Нам понадобится 2 столовые ложки оливкового масла, 2 столовые ложки соевого соуса, половина чайной ложки французской горчицы в зернах. Также нам понадобится 2 столовые ложки лимонного сока. Добавляем сок половины апельсина. Добавляем по половине чайной ложки специй к рыбе, копченой сладкой паприки и гранулированного чеснока. По желанию и по вкусу добавляем черный перец. Хорошенько перемешиваем маринад. Тщательно промазываем рыбку подготовленным маринадом. Мелко нарезаем несколько стеблей укропа. Посыпаем рыбку. И оставляем промариноваться скумбрию на 1 час. По истечении времени четверть кольцами нарежем 1 довольно крупный репчатый лук. Теперь лук солим. Я добавляю 1/3 чайной ложки соли и добавляем 1/3 часть чайной ложки сахара. Хорошенько перемешиваем лук и перекладываем в форму для выпекания. Укладываем рыбку на лук кожей вверх. Красивенько заворачиваем краюшки рыбки. И смазываем ее оставшимся маринадом.
Теперь половину апельсина нарезаем четверть кружочками. И закладываем апельсинки в рыбу. Накрываем фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут. Смотрите по своей духовке. Скумбрия готова. Подаем к столу. Украшаем блюдо зеленью, лимоном. Рыба получается невероятно вкусной, сочной, ароматной, прекрасно смотрится на праздничном столе. Отличная идея к новогоднему столу. Рыба на луковой подушке в духовке еще никогда не была такой вкусной. Скумбрия в духовке – простой и полезный рецепт. Вкусный рецепт макрели, который впечатлил всех. Любители рыбы не смогут пройти мимо, не попробовав его. Готовить дома легко, просто и вкусно. Смотрите также вот эти мои рецепты. Я вам желаю приятного аппетита, хорошего настроения и всего самого наилучшего. Готовьте с удовольствием. Пока-пока.